А сходство налицо. Какие современные звезды, как две капли воды, похожи на персонажей картин старых мастеров? Иногда просто диву даешься, как современные звезды похожи на людей, написанных на портретах старых мастеров. Словно это были какие-то их далекие предки. И, наконец, через много поколений уникальный образ генов нашел свое отражение в знаменитостях, живущих в совсем иную эпоху и в ином месте. Хотя не исключено, что это просто совпадение, но какое-то уж совсем мифическое. В этом видео мы поговорим о портретах, персонажи на которых очень похожи на известных в наше время людей. Художник Бартоломей Стробель писал портреты для некоторых европейских государей, в частности Сигизмунда III и Фердинанда II. Должность придворного портретиста – практически вершина карьеры для художника в то время. Однако престиж не всегда подразумевает достойную оплату. Потому приходилось ему подрабатывать, создавая портреты богатых помещиков и купцов, поскольку тем было очень лестно заказать картину у самого Стробеля, который еще государя писал. А художник мог просить за свои работы приличные деньги. Правда, не всегда он их получал, как и случилось, когда Стробель написал портрет помещика Иоганна Вогта. Тот платить не захотел, возможно, считал всех художников обычными ремесленниками, которых можно и обмануть, не заплатив за работу. Благо, больше нужды в услугах Стробеля не видел. Однако, интереснее поразительное сходство помещика из Польши, жившего в 17 веке, и голливудского актера Роберта Де Ниро. Даже на правой щеке родинка похожая. Но откуда такое сходство? Некоторые историки предположили, что предки Вогта – выходцы из Италии, откуда родом и сам актер. Так-то мир тесен, а все люди – братья. Глядя на этот портрет, вполне можно уверовать в подобное утверждение. В Лувре многие современные школьники, которых привели на экскурсию, были рады наконец-то увидеть знакомое лицо знаменитого рэпера Эминема. Правда, на табличке под статуей говорится, что это римский император Александр Север. Но наверняка занудные служители музея, совершенно не разбирающиеся в нормальной музыке, что-то напутали. Хотя на самом деле сходство Эминема и Александра Севера потрясает. И оно не только внешне. Эминем признавался, что искренне верит в Бога. Александр Север, даром что был римским императором, вполне терпимо относился к первым христианам. Оба они принимали участие и в рэп-баттлах, разумеется, следуя традициям своей эпохи. Про Эминема все понятно, а Север отвечал на критику некоторых излишне ретивых гонителей христиан и вообще недовольных порядками и жизнью в Риме цитатами из трудов мудрецов и философов, переначав их на свой лад, в соответствии с требуемым ответом. Правда, с ним все равно обошлись суровее, чем сейчас принято отвечать на критику рэперов. Его убили недовольные римские легионеры. А спустя всего лишь 3 года он был официально признан божественным. Высшая честь для человека, жившего в то время. Все равно, что для рэпера записать платиновый альбом. Владимир Жириновский. Знаменитый нидерландский художник Иероним Босх явно обладал даром прозрения и совершенно нетривиальной фантазией. Его лучшие картины, как, например, «Босс Сена», которая показывает корень всего зла в этом мире, до сих пор не дают покоя исследователям и искусствоведам. Слишком много скрытых смыслов, до конца так и не разгаданных в них заложено. А еще удивительно сходство персонажа на картине «Несение креста» с Владимиром Жириновским. Тот персонаж был фарисеем, то есть представителем иудейского общественного религиозного течения, по сути дела, противником христианства. Фарисей считается синонимом слова «лицемер». В общем, персонаж для Босха далеко не самый положительный. Но, с другой стороны, умные и богатые иудеи, обладающие определенным влиянием, во все времена были людьми значимыми. Возможно, ими никогда не восхищались, но уважали и ценили за практическую сметку и умение распоряжаться деньгами. И не исключено, что у некоторых из них великолепно подвешенный язык, и говорить они могли убедительно и нетривиально на любые темы. Кстати, фамилия отца Жириновского – Эдельштейн, и до 18 лет будущий российский политик носил именно такую фамилию. Киану Ривз.
Удивительное портретное сходство Киану Ривза и актера Поля Муне, портрет которого написал в 1875 году французский художник Луи Морис Буте де Мондель. Но и на внешности сходство не заканчивается. Ривз и Муне играли в пьесах Шекспира. Ривз увлекался музыкой и даже играл на бас-гитаре, а Муне учил студентов в консерватории и был награжден орденом Почетного легиона, который по значимости никак не меньше, чем именная звезда на Аллее Славы, закрепленная за Киану Ривзом. Явно произошел какой-то сбой в матрице. Марк Цукерберг. Существует удивительное сходство этого незаурядного предпринимателя, программиста и создателя Фейсбука и испанского короля Филиппа IV на портрете великого испанского художника Диего Веласкеса. Правда, в отличие от Цукерберга, Филипп IV был человеком слабохарактерным и самым заурядным. Государственным делам он предпочитал развлечения, причем часто далеко не всегда пристойные и безобидные, кое и предавался 16 лет, когда он зашел на престол, передав всю полноту власти графу Оливаресу. Но дела у того пошли неважно, особенно во внешней политике. Испания из самого влиятельного и богатого государства в Европе в то время превратилась в банкрота. Некоторые решения Оливареса вызвали и недовольство народа, например, запрещение проституции и организации прообраза современной полиции нравов. Нравы у испанцев были горячие. Подобное ущемление своих законных прав на прелюбодеяние они не потерпели. Так-то сходство между талантливым Цукербергом и бездарным королем Филиппом IV только внешнее. Майкл Джексон. Голландский художник Барен Фабрициус, брат Карла Фабрициуса, автора знаменитой картины «Щегол», особой скромностью не отличался, потому и желал увековечить свой лик на автопортретах, которых написал немало. Особенно интерес представляет его автопортрет в большой шляпе, где художник очень похож на короля поп-музыки Майкла Джексона. Правда, нос у Барона не испытал воздействия множества пластических операций, потому и выглядел нормально, но в остальном сходство налицо. А вдруг мир все же тесен и все люди братья, или же не брат ты мне? Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.